Привет, вы на канале Яхты на колесах, а мы в Москве. И у нас долгожданный Matrix Supreme 670 SL в линейке 2021 года. Matrix на рынке уже более 10 лет и за это время стал на российском рынке настоящим бестселлером. Но в линейке 2021 года появилось очень много интересных небольших дополнений, обновлений. И сейчас мы всех с вами вспомним, посмотрим и разберемся. Первое. Электрификация перенесена в отдельный лючок, и это удобно, потому что сюда вы можете поставить катушку, положить все переходники, они не будут где-то болтаться отдельно. Но самое главное, если вы соединили один переходник с другим или запитали другой автодом от себя где-то в кемпинге, все эти соединения не будут лежать где-то под машиной. Вы все это спрячете сюда, выведете провода через специальное углубление, закроете крышку, и все будет красиво. Переработана концепция заднего замка. Теперь легко открыть багажник просто одной рукой. В багажнике сразу встречаем обновленный дизайн, вот этот темный шпон. Его мы встретим и внутри, но чуть позже. Сейчас что у нас в багажнике? Душ, то есть можно помыть собаку, велосипеды, еще какие-то вещи, которые вы кладете в багажнике, они испачкались. Здесь есть у нас розетка 220 вольт и 12, то есть заряжать всякие электросамокаты и велосипеды также можно прямо внутри. Нагрузка на багажник 200 килограмм. Здесь же в багажнике мы можем видеть новые металлические направляющие у кровати. Раньше они были деревянными, и люди с большим весом иногда резкими рывками ломали их. Теперь такой проблемы не будет. Ну и, конечно, обновленный дизайн задней стены. Он появился именно в 2021 году, но мы подробно разбирали обновление дизайна на дилерской конференции в Словении. Замки на всех лючках также обновились, стали очень удобными, также легко открыть одной рукой. Это у нас газовый отсек, здесь стоят два баллона по 11 килограмм. Ну и по правому борту у нас кассета биотуалета Тедфорд. В двух словах про комплектацию Fiat. Стоит полноценный климат-контроль, система контроля полосы, то есть она полосу не удерживает, но уведомляет вас о том, что если вы теряете полосу. Достаточно удобно, когда едешь на большие расстояния, устаешь и, например, чуть-чуть выбиваешься, система пищит, но если надо, вот этой кнопкой можно отключить. Также помощь при спуске и Traction Plus. На руле предустановлено все для мультимедиа. Мультимедиа ставим, как правило, уже здесь, в России, потому что с завода они дорогие и не очень хорошие. Но вся подготовка на руле есть. Шторки. Шторки у нас на лобовом окне. Вот такая гармошка, и по бокам достаточно стандартные для Матрикса раскладные бумажные шторки. Над головой в кабине есть вот такой большой люк, и это очень приятно. Он создает много света, как в столовую группу, так и в пути. Мне кажется, приятно. Это как панорамная крыша ощущается, когда сидишь в кабине. Кресло у нас и водительское, и пассажирское поворачиваются в сторону столовой, как вы уже видели. И диванчик есть, на котором я сейчас сижу, и плюс еще один диванчик при входе. Стол поворачивается, вращается, как вам будет угодно, сдвигается вперед-назад и, естественно, опускается, и здесь получается еще одно спальное место. Всего здесь заявлено 5 плюс 1 спальных мест. Давайте считать. Одно спальное место здесь, в столовой, два на опускаемой кровати, к ней мы еще придем, два в основной спальне и плюс один это тоже в основной спальне, и мы к этому еще вернемся. На потолке над столом у нас сделано на опускаемой кровати вот эти в новом дизайне полосочки, достаточно стильно выглядят и создают равномерное такое освещение. Ящички у нас все с системой Push-Open, то есть просто нажали, доводчики их приоткрыли, и чтобы закрыть, опять же, просто нажали. При этом на ходу они не откроются. Везде есть светодиодные подсветки. Ну и, конечно, опускаемая кровать, она электрическая. Кнопка расположена вот здесь. Максимальная нагрузка на нее 200 килограмм. О обновленной системе вот этих вот механизмов мы уже говорили в роликах из дилерской конференции, поэтому смотрите их, если интересно. При входе у нас пульт управления всеми системами автодома, он тоже в обновленном дизайне, но что самое главное, есть Adria Match, то есть с помощью телефона можем включить, выключить свет в автодоме, посмотреть температуру, количество воды, в общем, любые параметры, которые мы видим на этом пульте. Дальше пульт управления отоплением Alde, отопление жидкостное, везде есть радиаторы
И, конечно же, есть теплые полы. Двойной пол, но мы к нему еще тоже сейчас придем. А пока давайте останемся здесь при входе. Темный дизайн мы видим, то, с чего начали в багажнике. Здесь он везде продолжается. Это вот такой шпон, тоже как бы обновление 2021 года, весь в целом дизайн. Давайте обсудим в комментариях, нравится, не нравится вообще темные тона, светлая кожа, вот это сочетание. Будет интересно. Дальше у нас кронштейн поворотный, то есть здесь мы можем разместить плазму 32 дюйма примерно, телевизор, ну плазму или какой-то жидкокристаллический, неважно. Главное, что плоский какой-то экран у нас помещается, и мы можем развернуть его как в столовую, так и в сторону спальни. И, естественно, он поворачивается в вертикальное положение и таким образом компактно здесь размещается. Ниже выключатели света. Свет у нас может диммироваться, то есть если мы нажимаем на кнопку, мы можем отрегулировать яркость свечения. На кухне из приятных вещей первое – это кофемашина. Она уже установлена Nespresso на специальную полочку, зафиксирована ремнем, и выше розеточка 220 вольт, и рядом даже еще одна свободная. Вторая фишка, опция, которая есть, это вытяжка. Вот здесь она у нас включается и расположена, соответственно, когда готовите, лишних запахов не будет. Дальше все стандартно. Наверху есть два шкафчика, также push-open, плита на 3 огня, естественно, с электроподжигом, мойка, рабочая поверхность увеличивается за счет вот этой дощечки. И третья приятная вещь – это духовка. Она у нас расположена здесь же под плитой. Далее идут ящички. Хочу обратить внимание на обновленный дизайн ручек. Они имитируют такие домашние, комодные, уютные ручки. Но если мы на них нажимаем, они фиксируют ящики. Если нажимаем второй раз, можем открыть за них. Здесь, по идее, под вилки, ложки у нас. И ниже еще 2 ящика. Стандартно нагрузка максимальная 15 килограмм. С противоположной стороны у нас холодильник Тедфорд, достаточно стандартный, работает от электричества 12-220 вольт, газ. Морозильная камера находится внутри, но отдельная. Над холодильником есть еще пространство, ниша, в них часто ставят телевизор, но здесь мы уже видели, что для телевизора есть отдельный кронштейн, и эта ниша достаточно большая, сюда можно поставить, например, микроволновку. Двойной пол, о котором сказал ранее. В первом лючке в двойном полу у нас расположен бак с чистой водой, 120 литров бак. Но самое главное, он сделан плоским, расположен в двойном полу. Это обеспечивает лучший центр тяжести и удобный доступ. Мы просто открыли лючок, если нам надо туда попасть, открыли крышку, например, открыли краник, чтобы слить бак и так далее. И, конечно же, в этом двойном полу сделано отопление Альды. То есть вы, во-первых, ходите по теплому полу, во-вторых, все, что находится в этом двойном полу в лючках, также подогревается. На кухне второй лючок, здесь у нас ничего нет, можете просто хранить какие-то ваши вещи. Санитарный блок от общего пространства отгораживается туалетной дверью. Если мы ее открываем, она фиксируется в этом положении, и все, это отдельная комната. Но и от спальни тоже с помощью вот такой жесткой двери мы можем отгородиться. Слева от меня туалет и умывальник, здесь же сделан. Зеркало очень стильное, тоже вот эти темные и светлые решения, и раковина чашей. По мне так очень стильно и симпатично. С противоположной стороны душевая кабина. Здесь тоже отопление Альды есть, радиатор. И вот просто полноценная душевая кабина. Конечно, не буду врать, что это прям как дома, но вполне себе реально здесь расположиться, учитывая, что у нас здесь вот такой классный стильный душ. Я думаю, вы будете чувствовать себя максимально по-домашнему. Спальня. С левой стороны под кроватью у нас есть гардероб. Вот такая элегантная дверка, которая открывается, задвигается, раздвигается и открывает нам туда большой достаточно проход, где можно что-то сложить и повесить. С правой стороны у нас 2 ящика. Один побольше, другой поменьше. И, конечно же, в ступеньках, на которых я сижу, у нас тоже места для хранения вещей есть. Далее, здесь у нас розетки USB есть просто в полочке с левой стороны. Ну и, конечно же, есть треки, на которых у нас светильники, USB розетки, и они же есть и в передней части, в гостиной, в столовой, и мы можем переставлять их, менять местами так, как нам необходимо. Также у нас в спальне есть выключатели, мы можем отключить во всем жилом пространстве свет и, например, диммером также убавить подсветку до нужной величины в самой спальне. Ну или же просто выключить и включить. У основного входа у нас, конечно же, есть москитная сетка, ну а на двери обновленное мусорное ведро. Matrix 670 SL Supreme мы сегодня с вами посмотрели. Линейки 2021 года. Напоминаю, это самый современный интеграл со всеми возможными функциями, опциями, потому что яхты на колесах стараются заказывать именно такие комплектации для российского потребителя. Но главное, сейчас вы можете приехать в гостиницу «Космос» на проспект Мира 150, посмотреть его, потрогать, задать все вопросы менеджерам и, возможно, уже завтра на нем уехать в свое первое путешествие.
Меня зовут Антон, до новых встреч, пока!